Об обследуемом жалобы на головную боль. Обследование выявило кисту мозгового паруса. Просьба обратить внимание на данное заключение, на область прозрачной перегородки, миндалин мозжечка, гипофиза, гиппокампа, на наличие кистозно-объемных и очаговых образований и выявить, есть ли другие аномалии развития головного мозга, в том числе врожденные. В случае обнаружения, просьбу указать размер и указать местонахождение на снимке, для просмотра в программе «Радиан». Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 2005 года рождения, дата исследования 8 октября 2023 года в динамике с МРТ от 27 июля 2023 года и МРТ от 28 апреля 2023 года. Область исследования: головной мозг, срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки: справа 9 мм, слева 11 мм, серия 2, скан 15, третий желудочек 3 мм, четвертый желудочек интактен. Индекс Эванса 0,25. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла: супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазма 8 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 4 мм. Серия 6, 20 скан, 27 июля 2023 года 7 мм и 5 мм, 28 апреля 2003 года 7,5 мм. Сформирована киста мозгового паруса размером 10 на 4 на 6 мм. Серия 2, скан 20 и серия 6, скан 25, 27 июля 2023 года 11 на 4 на 6 мм, 28 апреля 2003 года 11 4 5. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход миндалины справа пролоббируют на 5 мм, в затылочное отверстие слева на 4 мм. Серия 5, скан 26. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования пневматизированы. Носовая перегородка искривлена, сформирован правосторонний костный гребень до 8 мм. Серия 2, скан 35. Заключение МР: картина тенденции к формированию пустого турецкого седла, эктопии миндалин мозжечка, асимметрия боковых желудочков, кисты мозгового паруса, искривление носовой перегородки. В целом МР: картина без существенной динамики за весь период наблюдения. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 11 октября 2023 года к М.Н. доцент Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: на мой взгляд, основная причина головной боли – это повышение внутричерепного давления, что требует консультации невролога. Миндалины мозжечка расположены чуть ниже обычного, нужна осторожность при занятиях ударными, травмоопасными видами спорта. Асимметрия боковых желудочков и киста мозгового паруса особого значения не имеют. Носовую перегородку надо оперировать, сразу легче дышать будет, с этим к лор-врачу. За весь период наблюдений значимой динамики нет. Но тут нужно понимать, что это всего полгода. А такие процессы протекают медленно, обычно динамику раз в год смотрят.